Друзья, привет! В этом видео мы будем переезжать с вами из Новой Тарги во Вроцлав, из маленького польского города в огромное городище. Почему, как, за сколько и где будем жить, все расскажу и покажу. Вам желаю приятного просмотра, а нам выжить к концу этого дня. Это наш 6-й переезд в Польшу, то есть 6-й польский город, где мы успели пожить за последний год. Представляете, вроде бы недавно была Варшава и Гданьск, и вот мы наконец дошли до Вроцлава. Почему именно он? Во-первых, это самый ближний крупный город, в котором мы не были. Во-вторых, наши цели остаются неизменны. Нам снова нужно лечиться и ходить по врачам. И в-третьих, я уже не раз слышала, какой это классный для жизни и интересный для туризма город. Поэтому, почему нет, будем вместе с вами его изучать, снимать видео и привыкать к новому дому. А если вы впервые попали на этот канал, то добро пожаловать! Здесь мы с Андреем, моим мужем, путешествуем по городам Польши и делимся своим опытом жизни в каждом из них. Честно, душевно и с пользой. Если вам интересна такая концепция и наша атмосфера, то присоединяйтесь к нашей YouTube-семье. Экспресс-рум-тур по нашей квартире в Новой Тарге. Итак, мы заходим и видим вот такой вот коридорчик красивый. Здесь находится ванная, душевая, вот такая вот, довольно уютная. Не удивляйтесь, что у нас здесь лежат полотенца. Здесь находится такая вот уборочная, скажем так. Стол, где мы работали, не ели, ели мы там. Вот такое вот пространство, красивое, уютное, очень красивые цвета. Вообще эта квартира по дизайну суперская. Здесь находится такая скрытая спальня. Она еще закрывается на специальные, как это даже сказать, не знаю. Это не дверь, не стена, это просто вот такие вот досочки. Поэтому здесь не очень удобно было жить за счет того, что одна комната. Шкаф большой. И дальше остальная часть квартиры. Здесь находится, как я уже сказала, стол с такими высокими стульями. Тут у нас кухня, уютная, маленькая и очень красивая. Посудомойки, кстати, не было, поэтому мы привыкли в этой квартире мыть посуду самостоятельно. Что еще здесь интересного? Ну, это то, что здесь у нас первый этаж, и, собственно, мы могли вот так вот выходить. Я вам тут открою. У нас очень уже холодно, поэтому просто покажу ненадолго. Очень красивый, такая, как-то сказать, терраса. Маленький дворик такой личный, причем закрытый зеленью, есть зонтик, но мы его открывали, он не особо помогал. Сейчас идет дождь, кстати, класс. Вот, и мы сюда выходили, сидели, играли в игры, ну, не часто, когда была хорошая погода. Так что вот такая вот квартира, уютная, классная. Очень понравилось, ну, не считая плесени в ванной, конечно, которую мы не могли убрать, а хозяева почему-то этим не занимались. Ну да ладно. Таких ситуаций с жильем в Польше может быть много. У нас-то так, маленький минус. Но понятно, что выгоднее и актуальнее многим долгосрочная аренда. А арендуя квартиру на годы, хочется попасться на адекватных хозяев. Как это проверить? Просто. Если арендодатель просит оказионайм, значит тут точно все чисто и официально. Это гарантия для обоих сторон, потому что мошенники не подписывают договор аренды у нотариуса. Поэтому, если вы сейчас находитесь в поиске хорошей квартиры или уже ее нашли, где оказионайм обязателен, то рекомендую обращаться к проверенным людям, которые занимаются поручительством. Маша и Рома делают оказионайм в течение часа, без предоплаты и полностью сопровождают вас в этом процессе, находясь на связи 24/7. И да, неважно в каком городе вы находитесь. От себя дарю вам скидку в целых 100 злотых, которую вы можете использовать, просто написав сообщение Маше и Роме, что вы от меня. Ссылку на их профиль ищите в описании. И если у вас есть вопросы по жилью в Польше, то задавайте им лично. Ребята вам быстро ответят. Есть одна проблемка. Она называется вещи. Короче, выкинули, значит, мы наш старенький коричневый чемодан. Кто помнит, из прошлых переездов мы ездили с желтым и коричневым. И взяли новый, как видите, он побольше, чем желтый. И мы думали, ну все, возьмем его. Взяли, кстати, по скидке в Кракове. Вот, и все проблемы решатся, вещи не нужно будет брать никакие отдельно. Угу. Но получается, что отдельно у нас есть коврик, тут свет, основные вещи, обувь. В одном чемодане техника, в другом еще вещи, тут еда и остаточная, скажем так. Поэтому мы с тобой перевозим весь дом, поэтому я не знаю, честно, как мы будем ехать, потому что в этот раз у нас будет автобус, и ладно, чемоданы мы можем сложить в багажный отсек, но остальное придется все брать с собой, потому что там как бы ценные вещи. И я не знаю, влезем или нет, поэтому у меня есть такая тревожность еще со вчера. Так что пожелайте нам мысленно удачи, и мы будем выходить.
Hello, do you speak English? Okay, can we order a taxi in Новый Тарг? Когда заказываете такси, всегда обязательно говорите полный адрес, потому что водитель может приехать не в то место, как и произошло с нами. В общем, это немножко челленджово оказалось, но сейчас ждем водителя. Уезжала я с Новотарга с легкой грустью, потому что особенно полюбила это место за его дачную атмосферу. И очень счастлива, что мы решились провести тут лето ближе к природе и тишине. Нас довезли, полдела сделано, слава богу, мы не шли. Кстати, дождь закончился, но все равно это были бы такие муки, так бы все болело, вот это все тащить. Итак, почему же мы едем на автобусе, а не на поезде, как обычно? Потому что мы могли поехать на поезде, но это было бы с пересадкой, сначала на автобусе, а потом на поезде. Это неудобно, потому что сейчас с поездами, там, короче, ведутся какие-то работы, и часть путей не работает ближе к Кракову. И поэтому мы перекупили билеты. Да, пришлось немножко больше потратиться, но зато будем ехать без пересадок, около 5 часов, даже чуть меньше, на Фликсбасе. Тем временем нам нужно еще какое-то время здесь сидеть, ждать, потому что мы пришли раньше. Поэтому я пошла в Нетто, взяла нам еды, 2 таких наборчика и хумус. Дешевле, конечно, чем пойти в вот это кафе, где один только салатик стоит 25 злотых. Тем временем мы уже выехали на Фликсбасе, причем очень быстро. По вещам, слава богу, укомплектовались, потому что, как я говорила, что у меня было тревожность по этому поводу. Чемоданы Андрей отнес багаж, и все остальное мы взяли с собой, и тут оказалось очень много места возле ног. Вот, так что едем, будем проезжать знакомые места, погода серая. Есть коровы, овечки. Но я не успеваю это уже все снимать, хочется спать, потому что выпила таблетку от укачивания, мне уже плохо. Надеюсь, мне станет лучше. К слову про Вроцлав, я на момент переезда знала немного и ехала больше на доверии судьбе и Андрею, который обычно изучает всю информацию по городу и создает карты для съемок. Но что точно знала, что Вроцлав красивый, большой, его символ гномы, а еще Тумский остров. Ну что, мы во Вроцлаве. У меня немного смешанные впечатления, какие-то непривычные по сравнению с другими городами, если честно, потому что мы сюда пришли, уже потемнело, и, в принципе, после маленького города ощущения немного страшные. Очень-очень много людей. Немножко напоминает Краков пока Вроцлав, но там посмотрим. Сейчас мы ждем такси. Ну, что хотела сказать, что поездка на автобусе прошла, в принципе, нормально. Было плохо только первое время, потом меня вырубило, и потом я проснулась, и все было хорошо. Андрей даже мне поснимал, пока я спала. Вот, но потом меня хотя бы не тошнило, и то ладно. В общем, первое впечатление такое, что все ощущается чужим, незнакомым, непривычным, а потом обычно на 2-3 день уже все правильно выстраивается и более позитивно выглядит. Сейчас мне даже как-то немножко грустно. Ну ладно, все, будем заказывать такси. Ну что, друзья, добро пожаловать в наш новый дом. Мы здесь уже сложили вещи, чтобы можно было все пройти. Ну, такая вот куча. И сейчас я покажу, как выглядит квартира. Мы уже пробежались, так мельком посмотрели, и нам очень понравилось. Итак, смотрим. С этого вот милого коридорчика мы заходим с вами в спальню. Очень красивую, ну, довольно просторную. Здесь есть 2 вот таких вот окна, что очень круто. И красивая кровать, много подушечек. Здесь много постеров, которые добавляют уюта и красоты вообще всему пространству. Тут их много, вы заметите. С другой стороны находится шкаф. Очень интересный. Мы заглянули внутрь и немножко не поняли, что вообще происходит, что это такое. Короче, как мы поняли, оно достается как-то вот так. Но я такого никогда не видела, поэтому удивилась. Ну и в принципе все. Идем дальше.
Снова зеркала и снова пространство для вещей, вообще очень много. Там еще всякие вещички лежат, я не буду на них обращать внимание, это скучно, я знаю, поэтому идем с вами в ванную, плюс туалет. Она такая сначала узкая, а потом появляется пространство. Здесь у нас умывальник, обратите внимание, как все красиво, какие красивые цвета и свет. Свет белый и просто, ну, идеальный для съемок, для фото, для всего. И даже есть... Вы снимать в туалете. Ну, он везде просто такой. Есть даже стаканчик для зубной щетки, это важно. Туалет, между прочим, красивый. И душ, в который вы так заходите, закрываетесь. Здесь у нас, опять забыла это слово, зонтик с водой. И опять зеркало. Зеркал в этой квартире просто много. Кстати, можно вот так взять и пройтись. 2 шага. Здесь у нас находится стиральная машина, ну, классика. И тут у нас тоже много полотенец, это важно, это хорошо. Есть средства для уборки. Мельком видим вот такие вот картины и, я так понимаю, правила поведения в доме, пароль от Wi-Fi, не смотрим, идем дальше. И вот главное пространство, очень красиво. Сейчас мы включили весь свет, и, как понимаете, здесь свет просто профессионал, очень уютно, светло, белый свет, а там желтый, но в общем вместе выглядит очень красиво. Итак, с чего начать? Ну давайте по кругу. Здесь у нас находится полочка с книжками и в целом красивая зона, возможно мы будем здесь снимать видео, я так уже прикинула. Дальше у нас продолжаются постеры, картины, лампа и стол, за которым можно в принципе есть и работать, потому что нам нужно 2 пространства. Дальше идет кухня. Барные стулья, барная стойка и кофемашина, чайник. Мы так посмотрели на эту штуку и захотелось прям делать кофе, хотя мы вообще не умеем, если что. Из интересного. Ну, во-первых, очень странная плита, немного непонятно, что здесь происходит, но будем разбираться, ладно. Здесь есть небольшая посудомойка, умывальник, который, кстати, интересный тем, что его можно вот так достать, а еще здесь есть из деталей разная струя. А здесь находится большая полка, огромная, все открывается одной штучкой. У меня все в штучках измеряется. Посуды не очень много, и, кстати, те же тарелки не глубокие, но ничего. Главное, есть кружки, из которых можно пить чай, они довольно большие. Здесь у нас находится еще причандалье разное. О, тут, кстати, показано, как делать кофе. Прикольно. Много всего. Хочу обратить ваше внимание. Это важно, потому что мы здесь будем долго жить. Все в очень красивом стиле. По несколько экземпляров. Даже есть фартук и кастрюли и сковородки. Тут еще есть холодильник большой, прекрасный, с морозилкой. Ну и, в принципе, все. Нет, не все. Я вспомнила и увидела. У нас здесь есть балкон. Мы этого не знали. Андрей говорит, на фото его вообще не было. Это странно. Ну да ладно. Пришли, обнаружили, заходим. Тут, конечно, темно сейчас. В общем, здесь есть такое уютное местечко, где можно посидеть. Да, тут рядом дома, и вы завтра увидите всю территорию. Вот, но пространства здесь много, можно даже тренироваться. И тут довольно тихо. Ну ладно, уходим, потому что здесь прохладно все-таки ходить и темно. Я довольна, мне очень нравится. Будем все еще, конечно, изучать, но на первый взгляд тут прям очень классно, очень так по-новому все, без косяков, чисто, все есть и, собственно, визуал прекрасный. Так что пишите в комментариях, как квартира вам, и идем дальше. Квартира эта стоит вот столько-то, и единственный ее минус, но в том числе плюс, это то, что она находится очень далеко от центра, ну как очень, ехать примерно минут 40 на трамвае, будем тестить. С одной стороны плохо, за счет того, что нужно постоянно ездить на транспорте, но с другой должно быть уютно и более тихо, не так, как в центре. Забегая наперед, хочу сказать, что во Вроцлаве мы жили дольше, чем в любом другом польском городе, целых полгода. Да, для нас это рекорд. Ну, а у нас уже 8:30, мы должны бежать в магазин, потому что сегодня суббота, завтра магазины не будут работать, так что погнали. Мы скупились, ура, мы это сделали. Вся эта закупка обошлась нам 468 злотых. Здесь закупка продуктов на 4 дня,
плюс базовые какие-то продукты, потому что мы только заехали, и плюс вещи. А еще здесь есть красивые тыквочки для декора. Так что, по сути, нормальная стоимость. Мы все это, чтобы вы понимали, быстро, за 25 минут собрали в тележку, шли по списку и успели примерно за 15 минут до закрытия магазина. Так что я считаю, мы молодцы. Ну, а вы не переключайтесь, потому что завтра я покажу вам территорию нашего ЖК и ее интересные окрестности. Ну а на сегодня спокойной ночи! Доброе утро, а точнее день, у нас уже посветлело, а это значит, что время идти смотреть территорию и сам дом снаружи. Территория у нас очень необычная, чтобы вы понимали, вот это один из домов на территории ЖК, и таких домов очень много, то есть туда можно идти еще очень долго, и мы находимся примерно посередине. Итак, у нас есть мусорники, все такое, стоянка для машин. Вся территория закрытая, и каждый дом, чтобы вы понимали, состоит из 6, по сути, квартир. Да, 3 этажа, и вот с одной стороны одна квартира, и с другой, и так их 6. Мы находимся на 2-м этаже, и я потом еще поднимусь обратно в квартиру, покажу вам, какие там виды, потому что территории тут у каждой квартиры очень красивые, и вообще классно, что здесь все закрыто, и можно так спокойно гулять, очень много зелени. А сейчас немного прогуляемся по окрестностям, потому что я такого никогда еще не делала, ни на каком переезде, но здесь просто хочется это сделать, потому что вокруг очень интересные локации. Так буквально немножко покажу, чтобы вы понимали контекст того, где мы находимся и что значит конец Вроцлава, точнее окраина Вроцлава. Изначально нас встречает вот такая вот стройка возле выхода с бульдозером. Переходим дорогу. Тут дальше идут такие старые дома. Тут, кстати, да, возле нас находится старая часть, но не та старая часть, которая находится в центре Вроцлава. Немножко другая, с вот такими вот реально старыми домами. И даже есть брусчатка в некоторых местах. Тут все еще у нас стройка. Вообще очень интересно посмотреть самой при свете дня, потому что в магазин мы вчера ходили ночью. Ну и, кстати, про магазин сразу скажу. Возле нас находится недалеко Lidl и Бедронка, примерно в 8 минутах ходьбы, а Бедронка еще, скорее всего, меньше. И мы вчера ходили, протестили, нам все понравилось. Архитектура, конечно, сразу выделяется. Не такая, как в других городах, я прям заметила уже сразу. И это интересно. Ну, эти дома, конечно, не очень привлекательные для жизни, потому что они еще находятся возле дороги. Вот. А у нас более тихо. Стоматология, пожалуйста. Синева, пожалуйста. Церковь и красивая архитектура, пожалуйста. Сюда же есть прям полноценная такая больница, куда можно сходить. И все это, чтобы вы понимали, я показываю вам буквально на одной улице все это находится. Вообще, сами дороги очень уютные. Людей не сильно много, и это сегодня еще воскресенье. Вчера вечером вообще никого не было, было 0 людей. Все, дальше вот переходим туда, идем по дорожке и попадаем в Lidl. Вот настолько здесь все близко. А вот этот дом вообще очень странный. Я вчера шла, заметила, что у него окна в некоторых местах вообще рандомно расположены. Например, вот здесь. Но выглядит очень необычно. Вон там находится наш ЖК, а прямо здесь находится кофейня. Очень удобно. Вот такой у нас вид в спальне на стоянку и зелень. И обратите внимание, сколько зелени сейчас будет. Мы разворачиваемся и идем в конец дома. Да, как я и говорила, мы занимаем, по сути, полэтажа. У нас тут уже срач, не обращаем внимания. Нужно еще вещи разобрать. Окно и еще даже ванное окно. То есть тут очень светло, и свет не нужно включать, по сути, в этой квартире, если день, как сегодня, солнечный. И что хотела сказать, что, во-первых, качество воды во Вроцлаве, как мы узнали, очень хорошее, ну, примерно как в Кракове, то есть воду можно пить с крана, потому что в Новотарге с качеством было все очень плохо, вода была ржавая, у нас полотенца даже были желтые, ну и, в принципе, пить такую воду просто нежелательно, поэтому мы ее кипятили, потом отстаивали, потом только пили, короче, геморрой был. И сейчас я зайду, покажу вам наш балкон при свете, а то ночью вообще ничего не было видно. Тут уже вот Андрей работает, я немножко помешаю, но я быстро. Вот так вот здесь можно сидеть, ну, в принципе, ставить куда угодно. Лавочку, пледы. Дальше
мы смотрим и видим просто огромное количество красивых двориков. Причем они везде засажены зеленью. Очень красиво, можно прям рассматривать. Поэтому на первом этаже здесь жить классно, ну и на втором тоже неплохо. Ну, я думаю, вы поняли, что я в полном восторге, особенно учитывая тот факт, что мы здесь будем жить минимум 3,5 месяца, ну а там посмотрим, потому что зимой переезжать не очень как бы хочется, ну и в целом мы, честно говоря, уже наездились. Ну, а вы пишите в комментариях, как вам переезд, как вам Вроцлав, наше жилье. И ставьте лайк, если вам, в принципе, нравится такая рубрика, нравится вместе с нами проживать, все это, переезжать из одного места в новое. И увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!